Привет! Вы на канале Школа Аргентины испанского языка Китай Аргентина. Меня зовут Леонид, и я ученик этой школы. Буквально недавно я закончил курс А1, и на меня возложили грандиозную задачу разобрать для вас песню Manu Chao Me Gustas Tú. Для чего вообще мы это делаем? Потому что здесь содержится огромное количество слов, которые вам пригодятся вообще в повседневном использовании. Огромное количество лайфхаков, конечно же, всякие хитрые музыкальные штучки. И вообще это уровень А0. Ну, честно, это А0 вообще не нужен, как бы, вот когда только в Duolingo, не знаю, открываешь, ты уже эти слова там фактически видишь чуть ли не каждый день. Поэтому А0 у нас нет такого плейлиста, такой закладочки, поэтому мы это относим все-таки к А1, когда ты знаешь чуть больше, чем 2 слова. Ну что ж, давайте немножко поговорим про Manu Chao. Значит, это певец, который родился и живет. Ну, живет он в разных местах, но родился он во Франции, но родители у него были и испаноговорящие. То есть он немножко латинос, но при этом как бы он говорит четко, ясно и понятно. Он не жрет слова, не использует какой-то там непонятный сленг. То есть реально его можно слушать и можно понимать. Это хорошо. Значит, что такое me gusta? Me gusta — это мне нравится. Все очень просто. Вообще глагол gustar — это просто нравится. Нравится что-то. Мне нравится там петь, танцевать, бегать. Мне нравится этот кофе, этот чай. Вот что угодно. Вот все, что нравится, это густар глагол. И, конечно же, у нас есть me gusta. Ну, собственно, мне нравится. Далее у нас есть te gusta. Тебе нравится. Le gusta — это он, она. Ему нравится. Далее у нас есть такая вещь, как мы. Это nosotros. Nos gusta. И то, что не используется в Аргентине, вообще не используется, ни разу никогда не слышал нигде, это vosotros. Здесь этого нет, но я скажу вам по секрету, это os gusta. И они, ну, когда их много, там, это там, мои родители, мои собаки, я не знаю, это less gusta. И смотрите, есть такая тема, густа, всем густо, но когда густо чего-то много, то есть мне нравится me gusta, там, Esta, что мне нравится, даже не знаю, что взять. Esta камера. Вот она стоит у нас на столе. Она одна, правильно? Поэтому она мне густа. А вот если бы камера была вот здесь две, я бы сказал me gustan. То есть, когда становится предметов больше, чем один, всегда становится густан. И уже и мне густан, и ле густан, и лес густан, всем густан. Всем густан. В общем, вот такая вот история. Как такой в баре можно кричать. Всем густан. Ну что ж, давайте разбирать. И я вам расскажу очень много интересных лайфхаков из этой песни, которые вам реально в жизни пригодятся. Начнем мы. Что? У нас отматываем начало. Поехали. «Досе де ля ночи» — первая фраза, которую мы слышим, не связанная с песней, но почему бы мы ее не запомнили, почему бы не запомнить эту фразу. Кстати, обратите внимание, важный момент, эта песня идет 3:55. Если вы будете искать ее в интернете, вы очень часто можете увидеть, что она идет 2,5 минуты. Почему? Куда пропала минутка? На самом деле здесь 3 куплета, и в одном куплете, во втором спрятано очень страшное для мирового сообщества слово «марихуана». И все таки все, вырезаем, запрещено. В Аргентине, благо, с этим нет проблем, вообще никаких, поэтому здесь можно. Вот, поэтому имейте в виду, вы можете смотреть разные версии, и текст может быть реально обрезан. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Ну что ж, первый куплет закончен, и теперь давайте разбираться. Me gustan los aviones. Вот как раз сразу aviones — это самолеты, их много, и поэтому me gustan. Раз много, значит густан. Все, это очень просто. А дальше он говорит me gustas tú, мне нравишься ты. Всегда ему нравишься ты, но мы учим так по столбику, по слову. Далее, me gusta viajar. Мне нравится путешествовать. Странствовать, здесь написано, вот у меня в переводчике написано странствовать, но на самом деле viajar — это путешествовать, и здесь есть очень крутой лайфхак, который я каждый день использую здесь вообще в Аргентине и не только. Значит, смотрите,
у нас есть два глагола подряд. Густар и вьяхар. Это нравится путешествовать. И первый глагол подстраивается под тебя, под того, кто говорит, это я. А второй глагол используется в первичной форме. То есть вьяхар – это первая форма глагола. У густар, если у густа, вы, чтобы понимали, первая форма глагола густар. То есть она переделанная. И этот парень может легко манипулировать словами и подставлять всегда первую форму глагола. И я использую это по жизни только с другими словами. То есть вы можете выучить просто глаголы. Там, бегать, карер, спать, дармир, есть, камер. И даже не запоминать форму этого глагола. Не запоминать ее, используя волшебные слова. Necesito. Обожаю это слово. Всегда его использую. Я прихожу в кафе и говорю, что necesito comprar una café. Короче, я говорю, мне нужно, и вот это necesito, я его подстроил под себя. Necesito, действительно. А потом я говорю купить, comprar. Или я говорю что necesito dormir. И иду спать. То есть я всегда вот это первое под себя подстраиваю, второе общая первая форма. То же самое, можно сказать, что puedo. Это я использую также в кафе. Я говорю, что puedo pedir, я могу заказать. Значит, я говорю так, te puedo pedir, у тебя могу ли я заказать. Я говорю так, но суть в том, что puedo, под меня я подстроил, а pedir опять слово, стандартное. И вот таких глаголов на самом деле много. Что quiero, пожалуйста, я хочу купить, что quiero comprar. Все. Вот такая вот тема, и здесь мы видим вот этот лайфхак, очень интересный момент. Едем дальше. Mi gusta la mañana, мне нравится утро, но на самом деле mañana это еще и завтра, два в одном. Поэтому, может быть, ему нравится завтра, я не знаю, вот он каждый раз хочет завтра просыпаться и такой, вау, я проснулся завтра, классно. Mi gusta el viento, это ветер, mi gusta soñar, это мечтать, mi gusta la mar, это море. Обратите внимание, la mar, да, mi gusta la mar. Море, по логике вещей, здесь у нас женского рода, потому что la mar. Но на самом деле это трюк певца, потому что море это el mar, это он море. Но здесь он нарушает правила, и во многих песнях, которые вы когда-либо слышали, будете слышать, или будете смотреть разборы, есть нарушение правил. Это нормально. Вот, поэтому здесь вы можете море, кто-то сказал ля мар, я это понял, помню по песне Мано Чао, на самом деле он был неправ. Двойку ему, он живет во Франции, ему можно. Далее, у нас будет припев. Припев состоит из французского и из испанского. Следовательно, я не знаю французский, perdón, поэтому я переведу только испанскую часть. Ну что ж, здесь всего две строчки, которые я могу перевести. Смотрите, «Que voy a hacer?» Что мне делать? Он говорит, «Que voy a hacer?» И вот здесь очень интересный момент. Смотрите, как должно быть написано по правилам. «Que voy a hacer?» То есть «Que voy a hacer?» Когда ты что-то «voy», это «делать». Это глагол, если что, «ir», «идти», да, «идти». Или короче, «Que voy a hacer?» То есть если «voy», то всегда «а» должно быть. Что, куда идти, что делать, да? И вот он этот «а» не говорит здесь. Он говорит «que voy a hacer», а «hacer» пишется как «ха-сер». И «ха» не читается, и получается «que voy a hacer». Вот так вот. И мы не слышим это. Честно, я переслушал эту песню очень много раз, особенно когда готовился к этому видео. Я ни разу не услышал, чтобы он сказал «que voy a hacer». Он всем говорит «que voy a hacer». И это нормально, певцы часто сжирают вот эти вот моменты. Но если вдруг ты услышал «a hacer», тебе надо срочно идти в какую-то, не знаю, станцию радарную и искать признаки марсиан, потому что ты их точно услышишь. Вот это очень помогает тебе распознать, кто ты есть. Твой слух может тебя возвысить. И последнее у него «que horas son mi corazón». Время, перевод, как у меня написан перевод? Вот перевод в Яндексе, да? Время пришло, в моем сердце поселилась любовь. На самом деле там написано «que horas son, запятая, mi corazón». Какой сейчас час мое сердце? Он любит эту деваху и говорит «мое сердце». Но здесь момент такой.
Que horas son? На самом деле que horas es. Ну, должно быть. Вот. Ну, говорит сон, опять же, немножко нарушил правила. Ничего страшного. Едем дальше. La moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú. Ну что ж, второй запрещенный куплет во всем мире. Итак, «Mi gusta la moto». Мы узнаем, что ля мота — это мотоцикл женского рода. Далее наш лайфхак. «Mi gusta correr». «Gusta» подстроен под себя. «Correr» — первая форма глагола. Это бегать. «Mi gusta la lluvia» — это дождь. Ну, он говорит «лювия», просто я живу в Аргентине, для меня это «щувия». Вот, ну, это «лювия». «Mi gusta volver», мне нравится возвращаться. Первая форма глагола «volver». Возвращаться куда, зачем и откуда, я не знаю. Возможно, от колумбианки, которая будет ниже, потому что ниже у нас идет по плану марихуана, а потом у нас идет колумбиана. Это девушка из Колумбии. Обратите внимание, написано «колумбиана» в конце «на», «н-а». Это значит, что это она. Если было бы «колумбиано», это был бы колумбийский парень. Вот, возможно, текст ошибся, но вот здесь написано, что все-таки колумбианка, потому что дальше идет интересная фраза. «Mi gusta la montaña» — это гора, одна штука, одна гора, возможно, горбатая, не будем шутить про это. «Mi gusta la noche» — мне нравится ночь. Все, кстати, ночь женского рода, и гора, кстати, тоже «la montaña» женского рода. Едем дальше. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 12:01. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Me del gusta su cocina, me Una gustas de la tú. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. Ну что, добили третий куплет. Давайте посмотрим, что он говорит. «Mi gusta la cena». «La cena» — это ужин. Ужин. Мне нравится ужин. Причем даже он говорит не ужинать, а ужин. Просто ужин. «Mi gusta la vecina». Мне нравится соседка. Обратите внимание, «vecina». Она соседка, не весино, не сосед. И, кстати, это слово очень популярно. Я очень много раз сталкивался с этим словом, когда мне в двери реально стучала весина. И так говорит «Весина!» Потому что я заливал ее балкон, точнее мой кондиционер капал вниз и заливал ее цветы. Это в Аргентине супер нормальная практика, потому что никто не использует бутылки, а кондиционеры один под одним здесь поставлены. И да, соседи часто вот так стучатся и что-то наезжают на тебя. Далее, «Mi gusta su cocina». Вот здесь есть интересный момент, смотрите, «Mi gusta su cocina». Не косина, не «mi gusta cocina», а «su cocina». Это ее кухня, ее готовка получается. Ну, возможно, как раз этой вот мадам. Дальше, «Mi gusta camelar». Мне нравится соблазнять. До этой песни я этого слова нигде в жизни не слышал, и я не знаю... Я женат, вот, поэтому не слышал. «Mi gusta la guitarra». Гитара женского рода. И «Mi gusta el reggae». Регги мужского рода. Все достаточно просто. Как вы можете заметить, эта песня прям очень много интересных лайфхаков нам раскрыла. Показала нам какие-то там мужской и женский род. Показала какие-то там супер классные приемы. Ну и надеюсь, я вам тоже их рассказал. Поэтому, как вы можете заметить, я отучился всего лишь на курсе А1 и уже могу вот это все классно, красиво разобрать. И вот здесь внизу, и в первом комментарии, кстати, в том числе, есть промокод на обучение в нашей школе испано-аргентинского языка Italia-Argentina. Вы можете прийти офлайн. Я учусь всегда онлайн, потому что можно задать самый тупой вопрос. То есть ты ничего не понимаешь, и главное по-русски, и задаешь тупой вопрос, тебе отвечают. Это очень круто. И, конечно же, есть онлайн-занятия и так далее. И до того, как появились эти промокоды, я учился лично за полную стоимость. А для вас есть вот такой вот способ круто сэкономить. И давайте разберем четвертый куплет, про который я, конечно же, забыл. Поехали. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú.
Ну что ж, вот и 4-й куплет, про который я вообще забыл, потому что он обладает не очень большим количеством интересных слов. «Me gusta la canela» — это корица. Кстати, история про корицу. Значит, канела, вот у меня в переводчике здесь написано канела с одной «л». Часто вы можете увидеть в кафе где-то, что канела будет написано канелла с двумя «ла». А очень часто здесь продают такую вещь, как ролл де канелла, и он тоже написан с двумя «л». И по правилам аргентинского языка, как это будет звучать? Рош де канеша. Но здесь это слова исключения, как иностранные слова. И они будут так называться. Ролл де канелла. Это очень интересный момент. И, кстати, очень часто в кофе добавляют канеллу. Насильно. Если ты не скажешь им син канелла, ты получишь канеллу. Я не люблю корицу в кофе, поэтому для меня это боль, а я часто забываю это уточнить. Имейте в виду, me gusta el fuego — это огонь, пламя, el — мужской род, me gusta menear — это руководить, me gusta la Coruña. В переводчике тоже написано «Ля Корунья». Я не знаю, что это такое, но если ты знаешь, напиши в комментариях, я наконец-то прозрею. Это будет круто. «Ля Корунья». Честно, ни разу не слышал этого слова, я вообще не понимаю, что это. Видимо, какая-то еда. Ну, скорее всего, потому что дальше перечисление еды, да и до этого, в принципе, тоже. «Ми густа малазанья», «ми густа ля кастанья». Это каштан для любителей каштанов. Наверное, знаете, есть такой сериал «Каштановый человечек». Наверное, он называется «Ля персона де Кастанья». Мне кажется, так. Надо загуглить после этого. Кстати, очень крутой сериал, советую всем посмотреть. «Me gusta Гватемала» — это наша финальная фраза, и здесь тоже есть маленький скрытый лайфхак. Гватемала — это страна, и он не говорит «Эль Гватемала», «Ля Гватемала», ничего такого не говорит, потому что названия, имена и страны, они без «ля», без «эль», они no name, типа они вот такие вот. «Me gusta Гватемала», сразу фраза вставляется. А вот теперь точно все. Пишите комментарии, прикольная ли рубрика, не прикольная. Пишите, что такое «Ля Корунья». Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить сердечко там, тыры-пыры. С вами был Леонид, школа Киталя Аргентина. Пока.